Кто такие лесные братья и против кого они воевали? С 40-х годов и до конца 70-х в Прибалтике действовали многочисленные вооруженные формирования, которых называли лесные братья. Их деятельность редко просачивалась в советскую прессу и телевидение, но для жителей Литвы и Латвии такая гражданская война была вполне явной реальностью. Само название не использовалось широко, сами себя лесные братья называли партизанами или членами фронта литовских активистов, но романтический ореол братства скоро вытеснил все прочие названия движения. Во время оккупации Прибалтики немцами Третий рейх официально объявил, что литовцы не являются арийским народом, и потому их судьба после окончания войны будет не слишком завидной. В ответ на это часть мужского населения страны всячески уклонялась от мобилизации в ряды вермахта, исполнения хозяйственных работ, а затем и просто ушли в глухие леса страны, нанося оттуда урон немецким комендатурам. Параллельно с 1940 года действовал фронт литовских активистов, который при поддержке Рейха проводил антисоветскую деятельность и откровенно расистские акции под обещаниями восстановить независимость страны. Но уже в 1941 году стало ясно, что это был всего лишь заманивающий лозунг. Германия обосновалась в Литве и давала понять, что литовский вопрос они также когда-то радикально решат. Лав был запрещен, лидеров отправили в концлагеря, а прочие примкнули в оккупационной полиции Рейха. После такой явной демонстрации намерений Германии более 100 тысяч литовских призывников дезертировали из немецкой армии, отказываясь воевать за ее интересы. К 1944 году наступление Красной армии привело советскую власть в Прибалтику. И теперь уже лесные братья начали сопротивляться установлению советских порядков. Их лозунгом было не советская, не германская оккупация Литвы не отменяет ее суверенитета. Они устраивали террористические акции против советских войск и имущества, а также очень жестоко расправлялись с теми, кто шел на сотрудничество с новой властью и становился активистом. Особую ненависть лесных братьев вызывала принудительная русификация жизни страны, надругательство над религией, а также образование колхозов, которые разрушали традиционное хуторское хозяйство страны. Не имея многочисленных сил и избытка вооружения, лесные братья были весьма уязвимы. В 1947 году советская армия и части НКВД начали вооруженные операции против партизан. НКВД создавала фальшивые отряды партизан, внедряли агентуру в действующие и приводили их в засады. Физически ликвидировали лидеров групп. Но широкая поддержка местного населения не давала быстро решить вопрос с лесными братьями. Они всегда находили кров и пищу, где бы ни оказались. Армия при обнаружении отряда оцепляла весь район и проводила его зачистку, так же, как в будущем будет делать это в Афганистане и Чечне. В 50-х число лесных братьев сильно уменьшилось, и они отказались от нападений на воинские части, перейдя к устранению советских активистов из числа местных жителей. В 1949 году из Литвы массово депортировали кулацкий элемент, значительная часть которого и была лесными братьями или их сторонниками. И до 1954 года из страны ежегодно высылали несколько тысяч человек. Нередко солдаты Красной армии помогали партизанам. Как вспоминают участники событий, очень много случаев, когда солдаты, обнаружив группу лесных братьев, быстро переглянувшись с ними, делали вид, что район чист, позволяя тем уйти. Вероятно, так проявлялось сочувствие и память о коллективизации в России. Отряды отказались от единого центра, стали действовать группами по 2-3 человека, в обычное время ведя жизнь простых крестьян или рабочих, что крайне осложняло их поимку. Но воевать было все сложнее. Нехватка оружия и ресурсов побуждала к грабежам, жестокость к активистам стала отталкивать местное население, а пропагандистская работа НКВД скоро дала плоды в виде снижения сочувствующих среди литовцев. С 1955 года прекращается организованная и массовая борьба, но отдельные партизаны продолжали в одиночку или малыми группами воевать против СССР едва ли не до конца 70-х годов. Всего порядка 100 тысяч человек участвовали в деятельности лесных братьев,
из которых около 40 тысяч были убиты и столько же репрессированы. Для ликвидации очагов сопротивления советские войска использовали танки и авиацию, сжигали деревни, уличенные в укрывательстве. Лесные братья отвечали такой же жестокостью. Бойня закончилась лишь к 1955 году, когда объявили амнистию, а большинство партизан осознало, что открыто им СССР не победить. В Латвии партизаны оформились также в 1944 году и часто состояли, как ни странно, из русских. Те, стараясь избежать призыва в Красную армию и зная, что такое коллективизация, увлекли за собой и латышей. Размах движения был меньше, чем в Литве, однако последний партизан легализовался и сложил оружие в Латвии только в 1995 году. Эстонские партизаны вообще отказались от войны с регулярной армией, а только с активистами из местного населения. С 1957 года любые упоминания о лесных братьях в советской печати были запрещены. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, или пишите свои комментарии.